Друзья, всем привет! Вы очень давно просите меня приготовить луковый суп, и я кормлю вас завтраками, а не луковым супом. Сегодня этот день пришел. Итак, готовим французский луковый суп. Для приготовления лукового супа нам понадобится 1,5 килограмма лука. Вы можете использовать белый лук или привычный нам репчатый. Мне больше нравится с белым луком. 1 морковь, 1 небольшой цыпленок, 100 граммов сливочного масла, соль и перец по вкусу. Я использую смесь перцев. Приготовим бульон. Вообще в оригинальном рецепте луковый суп готовится на овощном бульоне. Я же предпочитаю приготовить куриный бульон. В данном случае у меня здесь маленький цыпленочек, морковь, лук. Заливаю все это холодной водой, добавляю соль и ставлю на огонь. Варю на слабом огне, снимая постоянно шум до полной готовности и наваристости моего бульона. А пока варится наш бульон, необходимо нарезать лук. Луковицу разрезаем напополам, хвостик этот оставляем. Так, нарежем вот такими тонкими полукольцами, буквально 1-2, нет, наверное, тут у меня 1 миллиметр, очень тоненькими. Друзья, кстати, если у вас есть какой-нибудь супер способ, чтобы нарезать лук и не плакать, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Потому что я знаю способы там набрать в рот воды, смачивать нож. Это как-то не очень работает. Поэтому, скорее всего, я буду плакать. Наконец-то кто-то дождался посмотреть, как я плачу. Хотя на Мастер-шеф мы ревали там нормально, кто смотрел, да? Так. Лука надо много. В луковом супе лука много не бывает. Кстати, так интересно, что лук в луковом супе, он так особо там прям и не ощущается, вот что он прям луковый-луковый, хотя весь состоит из лука. То есть лук как-то в нем трансформируется. Этот способ не работает. Очки нет. Не работает. Надо другой какой-то. Итак, лук нарезан. Бульон пока еще томится. На дно кастрюльки отправляю сливочное масло. Да, конечно, вы можете заменить его любым растительным маслом, но в данном случае вот этот кусочек сливочного масла, он делает нам погоду. Вот, и луковый суп становится невероятно вкусным именно на хорошем, качественном сливочном масле. Так, сюда же отправляем весь наш лук. Так, лук, кастрюлю, ставим на слабый огонь, накрываем крышкой, и пусть на слабом огне наш лук со сливочным маслом простоит где-то около 30 минут. В процессе вот такого томления лука открывайте крышку и периодически помешиваете, чтобы лук не пригорал. Хотя на таком слабом огне он будет просто слегка, совсем чуть-чуть менять цвет, но
окрашиваться, как-то поджариваться лук не должен. Он просто томится, отдает полностью весь сок, карамелизируется слегка, совсем чуть-чуть. Лук солите на начальном этапе приготовления нашего лукового супа. Так он быстрее и активнее отдаст такой нужный нам сок. Луковый суп всегда подается с хлебом в сырной корочке, поэтому я взяла сейчас, вот это может быть тостовый хлеб или же багет, как в классическом варианте. У меня кусочки тостового хлеба, вырезала такие кружочки, отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, буквально на 8-10 минут, чтобы хлеб хорошенько подсушился, зазолотился. Потом покроем его сыром и еще немного запечем. Наш тостовый хлеб уже подсушился. Берем сыр, натертый на мелкой терке. В принципе, любой мягкий сыр, который вы любите. Так. Выкладываем его на хлеб. И отправляем в духовку. Если есть гриль, можно под гриль отправить. Я, в принципе, оставляю 180 градусов, тоже минут на 4-5 минут, чтобы сыр у меня хорошо подрумянился. Достала из духовки тосты с сыром. Такой красивый получился у нас румяный сыр. Смотрите, сколько сока пустил лук. Воду мы не добавляли пока еще. Вот лук у меня томится уже приблизительно минут 20. Еще 10 минут и буду добавлять в него бульон. И продолжать варить. Лук томится у нас уже около получаса, может быть минут 35, этого достаточно. Выливаем в него 1,5 литра бульона куриного. Он может быть, конечно, и овощной, но я предпочитаю, как я уже говорила, куриный. Так. Перемешиваем. Снова накрываем крышкой и оставляем вариться еще приблизительно на 40 минут. Лук практически весь должен, ну, не то чтобы раствориться, но практически сродниться с бульоном. Оставляем варить и еще на 40 минут на слабом огне под крышкой. Итак, наш луковый суп практически готов. В общей сложности он проварился около 1,5 часа. Лук стал очень мягкий, супер мягкий. Так, теперь самое время довести до вкуса, добавить смесь перцев. Это может быть, в принципе, и белый перец, и черный. У меня смесь перцев. И попробовать, как же, что насчет соли, нужно ли добавлять ее. И можно выключать. Луковый суп можно оставлять вот в таком состоянии, когда у нас попадаются прям лук с луком, такие вот части, да. А можно поступить, я так обычно делаю, я беру погружной блендер и немножко, совсем чуть-чуть пробиваю вот в нескольких местах. То есть я частично оставляю эти кусочки лука. Достаточно. То есть у меня не совсем уж такой суп-пюре, а вот лохмотья лука, они все-таки попадаются.
можно подавать. Итак, все готово. Луковый суп, тосты с сыром по тарелочке. Итак, насыпаем. И обязательно тост с сыром. Вуаля, все готово, можем подавать. Дело в том, что во Франции луковый суп подают вообще так. Какую-то большую тарелку или на вид как будто бы горшочек, в него наливают луковый суп, запихивают кучу багетов, просто трамбуют туда сухарей, затирают все это сыром, запекают, и получается такая пробка из хлеба и сыра. Ну, тут и так прощай фигура каждый день, а если я покажу вам классический вариант подачи, то уже совсем. А вот такой вариант, он вроде бы такой близко к классике, но не классика. Вот, и все же я рекомендую вам попробовать именно вот этот вариант лукового супа, обязательно с кусочком тоста и сыром. Ну что, он немножечко уже как раз так размяк, можно кушать. Пробная ложечка. Боже, я обожаю луковый суп. Очень вкусно. Для кого-то он может показаться несколько странным, а я его обожаю. Обязательно приготовьте такой суп. И окажитесь хотя бы на 10-15 минут во Франции, в Париже. А больше рецептов вы, как всегда, найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах, на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь своими ощущениями, впечатлениями и давайте готовить вместе.